рекорд данного человека, живущего в Шотландии, 53 минуты 55 секунд. Так что он взял себе с запасиком 6 минут. So we are off in Sonic Mania here. We are starting in Начинаем. Act 1. We're going to start with our signature spin dash move here, and it's been upgraded in Sonic Mania here with the drop dash. Начинается сразу же иконического движения. Спин даш. Есть еще дроп даш в этой игре. Немного объяснений для тех, кто никогда не видел Соника. Наверное, есть такие. О, господи, как быстро. Что происходит? Соник получил изумруд хаоса. Единственный нормальный изумруд зеленого цвета. Все остальные изумруды не зеленые. Почему? Потому что хаос. Так вот. Соник это такой синий еж, и он может очень быстро бегать и разгоняться, делая раскрутку на месте, потом срываться просто в огромном ускорении вперед. И также Соник иногда находит порталы, которые ведут его на гоночные треки, на которых летающие хреновины пытаются увести от Соника изумруд хаоса очередной, разноцветный. И Сонику их нужно 7 для хорошей концовки. Поэтому мы трогаем вот эти большие кольца-порталы, которые, во-первых, дают Сонику 50 колец, а во-вторых, отправляют его на гоночный трек. С гоночными треками есть, пожалуй, самая интересная машина в этой игре. Вот эта вот механическая рука, которая увозит от Соника изумруд, она запрограммирована таким образом, чтобы Соник ее не мог догнать сразу. Поэтому у нас есть небольшой запас времени на то, чтобы бегать по треку, собирать синие шарики, которые постепенно увеличивают скорость бега Соника, и мы собираем еще и кольца, чтобы увеличить запас времени, чтобы догнать. Но у нас RGX-спидранер, ему это все не нужно. Вместо этого он делает такие рейв-джампинг сониковский. Дело в том, что границы трека отталкивают Соника в сторону, поэтому он просто поворачивается боком, держит в противоположную сторону, улетает в стенку, Грэу выкидывает просто с огромным ускорением вперед по треку. Fire shield means that we'll dash away from Tails when we try and grab it. Tails will follow us on a very, very slight delay. Unlike the classic games, we have full control of Tails to some degree. And that will really use his flying ability to keep us going, and we'll be using it again to our advantage. But here is Chemical Plant, which is a banger, of course. Straight through. We're going to take the top route here. IL route takes the bottom, but we are going for those Chaos Emeralds. Accidentally getting sniped from the guy as he managed to get his orb off before we died. So Emerald number 3 in this stage instead of Emerald. Что у нас происходит на уровнях? Во-первых, это четкое запоминание, куда идти, чтобы максимально быстро добраться до порталов. Вот очередной у нас гоночный трек. Немного не получилось у него прямо догнать с самого начала, но догоняет на шпильке, придавая немного путь себе. Все равно быстро. Так, это тот уровень, где у нас есть скип босса или нет? Надо кое-что проверить, потому что в этой игре есть
скипы боссов, они абсолютно не зрелищные, но у них просто безумные сетапы присутствуют. Временем ранее объясняет то, что я говорил. Да. Надо бегать по кругу, собирать шарики, собирать кольца. На самом деле, нафиг не надо. Когда можно вот так вот прыгать от границ трека. А нет, это не тот уровень, в котором будет скип-боссом. So we're going to take a hit deliberately, use our invincibility frames here, and then continue damaging the boss through our iframes. So we're just going to jump зачем мы вообще собираем изумруды в этой игре? Во-первых, ради концовки. Во-вторых, ради того, чтобы подарить Сонику возможность переходить в суперформу. И он становится Супер Соник. Удивительно, да? С золотым летающим грибом, который может игнорировать большую часть урона по себе. Итак, вот на этом уровне мы, возможно, увидим скип-босса. Видите, здесь есть такие зоны с гелем, от которого Соник отталкивается. Синенький отталкивает чуть-чуть, зеленый отталкивает сильно. Ну, еще один портальчик. Очень быстро. Идеально быстро практически. But yeah, so that's a backup emerald there. That is fine. We're now back on track for our normal emeralds there. I want to hit the speed boost because it will take us up and down to the other side. So instead of us using the green clover to our advantage, we went for the backup emerald instead. This is a very vertically based stage. It is also a cycle based stage. However, because we've went for the emerald, we're going to miss the cycle entirely because you lose about 20 seconds going for that emerald instead. Сетап для скипа босса, который, возможно, будет, возможно, нет. Если нет, то мы увидим босса Пуя-Пуя, аналог 3 в ряд, Соник против Эгман. Doing an intentional damage boost on the spikes to head up, and then coming up to an enemy. Sniper, no sniper. He'll be hiding from us. We do a jump. Sniper, no sniper. And we go through the blue tubes. You always want to go through the blue практически невозможно. Take you up through the level. The red color tubes take you to other parts of the area Вы that видите, что с we ними do not происходит. necessarily need to go to. Purple flubber is sticky. It will grab you. Даже если раннер ошибется где-то, в какой-то момент у него не удастся прыжок, уровни состоят из огромного количества тонких прыжков. Есть это прыжки от рамп, да, в определенный момент, которые позволяют себя запустить под нужным углом. Или вылететь недостаточно высоко. Но вы этого никогда не увидите, потому что даже если он ошибется, он просто пойдет по запасному пути. И если он ошибется на запасном пути, он пойдет по еще одному запасному пути, и так до бесконечности. И то же самое у нас на уровнях с изумрудами. Бэкапов просто охренительное количество. We are now, however, coming up to the best casual boss and worst speedrunning boss ever. It is Dr. Robotnik's Mean Bean soul-inducing Puyo machine. I am very bad at Puyo and Mean Bean. I apologize in advance to all что мы fans подходим who are к watching this. I will try and match as лучшему many of these as I can, боссу по обычному прохождению и худшему боссу, которому только могут подумать спидранеры. Да, скипа босса не будет. Итак, босс Пуя-Пуя. Надо собирать, но это практически 3 в ряд, только в данном случае это 4 в ряд. Я вас обманул раньше.
И здесь самое главное сделать так, чтобы как можно больше линий удалилось за раз. Поэтому раннер, даже имея возможность собрать четверки, этого не делает сразу. Но ему нужен сейчас просто синенький, чтобы вот горизонтальную синюю убрать. И огромное количество просто уничтожится. Большое комбо. Yeah, full screen fill up, sorted. Little bit slow there because unfortunately I И placed the blue at the wrong что это area. делает? Оно отправляет уничтоженные на экране Соника желешки в стакан к Эгману и заполняет его. И таким образом Соник побеждает. На самом деле ему не нужно было настолько большое комбо. Он просто решил пойти в оверкилл. Пока смотрите, как я могу. Много. Вы так не можете. Итак, сейчас раннер собирает как можно больше колец. Ему нужно получать 50. И я скоро скажу, зачем 50. А я уже говорил, зачем. Итак, сейчас у нас последний изумруд, 7-й. Очень сложный трек, тут у нас дыры в полу, изумруд летит не по треку, а там немножко за ним, периодически пересекая. Но все сделано четенько. И now Sonic can be Super Sonic. Супер Соника может стать Соник. Что для этого нужно? Для этого Сонику нужно 50 колец. И тогда Соник обмазывается золотом от этих колец и переходит в свою идеальную форму. И у него тут есть неуязвимость. Соник в этой форме не восприимчив к огню, к электричеству, к столкновениям с противниками, к шипам, к воде, к периодическому урону от газа. Ну, в общем, практически ко всему. Единственное, что его все еще может убить, это штуки, которые раздавливают. В игре их немного, двигающиеся платформы, поршни. Тем временем раннер жалуется на плохой рандом босса. Здесь у нас Эгман летит на вертолете, запускает ракеты. И чего ждет раннер? Он ждет ракет по определенном паттерне. То есть, чтобы верхняя была синяя и две нижних были красные. Потому что именно в таком порядке они начинают появляться на экране, когда возвращаются. Соответственно, если верхняя синяя, она появляется первой и позволяет нанести урон боссу быстрее. А вот теперь у нас плохой РНГ, синяя ракета внизу. И сделать с этим ничего нельзя. Просто медленно. Считаемся синюю ракету на так как золотой суперсоник не восприимчив к урону, зато все, к чему он касается, получает урон от него. И синяя ракета всегда двигается снизу, летит в Соника, попадает в него, получает урон и меняет свое наведение на вертолет Эгмана. О, какой босс. Достаточно простой. Итак. Опять собраны необходимые кольца. Опять трансформация. Господи, как же быстро.
Как же сыпется битрейт от того, насколько быстро летит экран. И вот во всем вот этом вот хаосе, который сейчас происходит, там еще и спрятано огромное количество оптимизаций, где раннер отпрыгивает чуть-чуть раньше, чуть-чуть местами подтормаживает, потом делает дроп-дэш, про который я так и не объяснил. А еще, помните, я говорил, что Соник наносит теперь боссам контактный урон. Теперь, по сути, Соник сам является боссом физическим. И теперь все боссы будут убиваться примерно по одной схеме. Мы берем Соника, ставим его внутрь босса, и Соник просто наносит урон все время, просто находясь внутри босса. В данном случае босс летал поверху, поэтому использовали Тейлза, чтобы подняться наверх. Это супер эффективно, как говорится в хорошей игре. Итак, немножко стало время рассказать про всякие пауэрапы в этой игре. Да, мы уже увидели самый важный пауэрап, да, превращение Соника, но есть еще и щиты, которые позволяют избегать определенных типов урона. Есть их всего 4 штуки. Это обычный щит, классический, позволяет избежать любого урона, но только один раз, и после чего ломается. И есть 3 элементальных. Это щит-пузырь, который позволяет избегать урона, ну, не совсем урона. Он позволяет не тонуть в воде. Есть щит электрический, который позволяет, соответственно, не получать урона от электричества и дает Сонику обилку, делать двойной прыжок и притягивать к себе кольца. И последний щит — это у нас щит огненный. Огненный щит, соответственно, позволяет игнорировать урон от огня, но также делать в воздухе рывок вперед. Вы его еще увидите несколько раз. Это очень полезная штука. Рывок очень быстрый, позволяет преодолевать большие ямы. И да, и теперь, после того, как раннер собрал все 7 изумрудов хаоса, а кольца-порталы в игре еще остались, они теперь не закидывают его на бонусные уровни. Теперь они просто дают ему много золотых колец при собирании. А много золотых колец — это то, что спидранеру нужно в этой игре. Одну вещь, которую я не упомянул, превращение Соника дает много неуязвимости, практически от всего. Но эта неуязвимость временная. Например, можете посмотреть в левый верхний угол. И там есть счетчик колец. Пока Соник находится в суперформе, он теряет по одному кольцу в секунду. К счастью, колец в Сонике дофига. И оказаться в ситуации, когда кольца у Супер Соника просто кончится, достаточно сложно. И вот раннер сейчас погиб. Проблема была в том, что прыгнул он, отпрыгнул чуть-чуть раньше, чем должен был. Придется ему переиграть секцию. Говорит, что если получится проделать этот прыжок, то секунд 20 сохраняет.
Берет Соник электрический щит и добегает до босса, трансформируется в супера. И тут у нас необычный босс. Мы не можем задамажить никаким образом. Единственное, что остается делать, это просто пинать его в шипы. Три удара в каждую сторону. Всего 6 раз его надо так. Что пытался сделать раннер, когда погиб? Он засетапил себя таким образом, что Соник находился на одной плоскости уровня, а Тейлс находился на другой. И они находились в разных местах. Соответственно, Соник должен был улететь достаточно далеко и высоко направо, в то время как Тейлс бы двигался в другом месте, вверх и вправо, и тогда уже Тейлс бы приземлился на капсулу, которая освобождает животных и заканчивает уровень. Не получилось. Бывает. Поэтому пошли стандартным путем через битву босса. Примерно такой же скип используется и на Пуя-Пуя, который 4 в ряд. Но там сетап очень сложный и сильно зависит от глобального таймера. У спидранеров там есть специальная софтина написанная, которая считает время в уровне и может через игровую паузу подсказать, получится ли сделать этот скип в данный конкретный момент или не получится. Сделать скип можно каждые 4 кадра. И при этом еще надо, естественно, идеальный ввод сделать с контроллера. Вот, босс-файт очередной, да. До свидания, босс. Говорит Аргик. Да, боссы теперь страдают. Соник делает лунный поход. Четенько. It is really good that the fire shield works. We want to grab as many rings as we can because there's an area that's a 10 ring box, and we want to make sure we have all the rings we need to buy. Интересный уровень, потому что на нем есть довольно занятные стратки с тем, чтобы замораживать соников в льда и таким образом перемещаться по уровню. Но мы посмотрим это на суперсонике, окей. Heading into that area that you can only get into with the fire shield or becoming an ice block of your own. Heading straight up to the boss fight here, which is Heavy Shinobi. And we're going to play a game of who has the bigger hitbox. Hint, it's me. So we get 3 hits on the boss, going to run in where the boss is going to be. Удобно очень перемещаться в кубике льда, потому что скорость абсолютно не теряется, и она очень большая. And that was also Press Garden, so that is now done. Using the power of the Phantom Ruby, Dr. Robotnik is going to send us to... Вы могли, кстати, не заметить, да, там еще один босс-файт был очередной. This is the stage where Knuckles was introduced. Well, this level was revealed as well. We are currently босс, конечно, морозит, но все, что нужно, чтобы выбраться из заморозки, это 4 раза прожать удар. Абсолютно несложно и недолго. Соник дамажит босса, босс замораживает Соника. Выбираемся из куба, дамажим босса, босс замораживает Соника, и так несколько раз. Изи. Heartfelt room ever. It's Spike Room, and it's heartfelt because so many runs come in that room to die. Because if you get hit by those spikes, you're losing all your rings, and it's not good for us. 46 rings, meaning we'll be 50 here, which is perfect. Goodbye, lightning bug. We'll see you in одна из самых неприятных комнат. Она была пройдена чуть медленнее, чем должна была бы быть пройдена, но зато сейфовенько. Много забегов было погублено в комнате с качающимися шипами.
Не стал Аргик рисковать, показывать YOLO-стратегии. Wave to the boss. Also have a synth wave with a $25 donation. Gotta go fast and have more Celeste. Oh yeah, the bonus game being Celeste, definitely want to see Celeste. Such a good run, and Tej is a great runner of the game. Итак, очередной босс. Суперсоник может игнорировать вообще все, просто прыгать в лазерный луч, дамажить босса с собой. We are now coming in at Stardust Speedway Act 2 here. This stage effectively plays itself about halfway through. So we're going to jump ourselves around here, land on our speed boost, and grab a rocket. And this rocket is going to take us up to a nice set of rings that we're going to try and grab as much of as we can there. Ooh, got about 12 вот у нас уровень, который, по словам раннера, практически играет сам в себя, потому что здесь особо делать ничего не надо. Просто двигаемся вперед, там, изредка вставляя прыжки. Смотри, мам, без рук, говорит раннер, в то время как его дико шакалит. И практически перед самым концом уровня врубает раннер трансформацию Соника. Трансформация сама по себе тоже интересная штука, потому что это где-то 1,5 секунды, где Соник невосприимчив вообще ни к чему. Плюс она убивает вообще всю скорость, которая была, заставляя Соника повиснуть на месте. Используется этот в 3 местах, по-моему, в игре. Вот это было одно из них. Надо было... Черт. Раннер сейчас скипнул одну из боссов. Просто запустив себя с рампы под определенным углом, с определенной скоростью, кликнувшись в трубу. Это было клево. So we are coming into Hydro City, or Hydro City if you're a bad person, I don't know. It's a running gag that keeps going on forever. Hydro City, who knows? I'm Team Hydro City, I'll see you all later. В данной игре. But yeah, this stage here is a very, very interesting stage. This is a stage where we actually take a mixture of all the routes, the top route, middle route, and the bottom route here. And because of that, there are no checkpoints until the boss fight. So if we die, we'll be right at the very back of the stage, so let's hope that we don't die. We are trying to make a cycle at about the minute mark of the run here. О том, как, в принципе, обычно собранные уровни в Сонике, потому что есть верхний путь, нижний путь и средний путь. И что, вроде бы как обычно верхний уровень, верхний маршрут самый быстрый, но нет Sonic Mania. К этой игре это не в полной степени применимо. И вот этот конкретно уровень Hydro City здесь используются все 3 пути. Постепенно Sonic перемещается между ними. No idea why that works, it just does. If you face the opposite direction of the platform at a high speed, you just phase right through it. And here's something you never thought you'd see: Eggman in some scuba gear. Да, на этом уровне нет чекпоинтов. Единственный чекпоинт на этом уровне находится прямо перед босс-файтом. Поэтому если на этом уровне умереть, то придется перепроходить все с самого начала. Gonna wait for this area to lure down. Don't release too quickly or you will get stuck in the wall, which is basically it's a run ender. Goodbye. And don't leave your eggmobiles unattended, or random hedgehogs may decide to come and commandeer them. Those of you who have played the classic Sonic games, specifically Sonic 3, may recognize this boss. This boss is, of course, the boss from Hydro City. Очередной босс-файт. В этот раз Эгман у нас занимается подрывной деятельностью. Буквально. Он бросил свою летающую машину, чтобы поплавать с аквалангом и позакладывать мины под водой.
Очень удобно, потому что Соник как раз берет контроль над эгмоновской металкой и использует пропеллерный пылесос, чтобы затягивать воду из-под себя вместе с Эгмоном прям в винты. И таким образом подрезать Эгмону усы. Accidentally bonking on the wall there, but it's fine because we still made the cycle. There are exactly 53 rings between now and the first checkpoint in the stage. Deliberately losing the bubble shield there so we can get access to the drop dash, as unfortunately when you have any of the elemental shields, you no longer have the ability to do the drop dash. It's a trade-off. You either get the elemental shields ability or you have the drop dash, and in this case, the drop dash is better. So we're going to grab the rings that are up here. You can see that we are at 43. By the time we get up to the top, we get to the checkpoint. There is 53 rings. We transform, and away we go. So the game wants us to do some kind of infinity platform. We ain't going to do anything. We're going to run back up the slide, jump over, accidentally hitting off the top of the wall there. Slightly higher jump there. There we go. That's more like Соника есть два вида ускорения. Это спин-дэш классический, где Соник стоит на месте, раскручивается и потом летит вперед. А есть дроп-дэш. Он побыстрее немного, и делается он из прыжка. Подпрыгиваем Соником вверх, и в воздухе нажимаем еще раз на прыжок, и оставляем кнопку прыжка зажатой. И как только Соник касается земли из прыжка, его просто выстреливает вперед. Скорость не максимальная, которую можно набрать, но достаточно высокая. Если вы вдруг видите, как Соник такой прыгает и вдруг при приземлении ускоряется, это вот тот самый дроп-дэш. Итак, интересный босс-файт. Здесь что нужно сделать? Надо использовать мины, чтобы трогать их и отправлять босса. Но так как Суперсоник неуязвим и может дамажить боссов сам контактным уродом, то мы просто используем вообще любые препятствия, чтобы завести Соника внутрь хитбокса очередной машины Эгмона и таким образом дамажить его быстрее. So straight into the next level, which is Mirage Saloon. Mirage Saloon Act 1 here is an auto-scroller stage. We've got Knuckles here. Hey Knuckles, how you doing? Oh no. Well, he's gone. He gets to go and do his own level. Hello, Heavy Magician. Nice to meet you. So the only thing we need to worry about in this stage is grabbing 50 rings. And once I've done that, then we can do a cool little glitch. But I am going to hand it over to Prolex at the moment. Take it away, my friend. Этот уровень практически суперскроллер. Автоскроллер. Конечно же, это автоскроллер. Экран движется сам, но тут есть возможность немного его подсократить. В том моменте, где он как раз заканчивается и переходит в нормальный уровень. Для этого надо собрать 50 колец. 50 колец, чтобы опять превратиться в Суперсоник. Да, опять превращение в Суперсоника ломает штуки. Чтобы собрать 50 колец, ну, единственное, что нам нужно, это помнить маршрут перемещения по этому уровню и не получать урон. Колец тут не так много. Итак, вот Соник получил обычный щит и получил возможность превратиться. Сейчас он долетит до поезда и опустится достаточно низко, так что поезд, по идее, должен будет его убить. Но в тот момент, как поезд должен будет его убить, нажмет кнопку превращения в Суперсоника и немного поломает игру. Ну, то есть он, конечно, умрет. But because we had the checkpoint, it's fine. It means we get to skip the entire train section and head right to the boss.
Он превратился в суперсоника, чтобы находиться внутри поезда, когда тот двигается слева направо. И Соник в суперформе бессмертный, да, в очередной раз, я это говорю. Простите меня. В общем, Соник в суперформе находится как бы одновременно и на переднем плане игры, и на заднем плане игры. И его протаскивает через поезд, и он там трогает чекпоинт. После чего умирает. Он был потроган, он сразу же респаунится на поезде. Скипает кусок анимации, скипает кусок платформинга, и дальше уже начинается босс-файт с жуком, который прошел очень хорошо. С жуком я сказал, да? Находится казуально. Мы просто ждем поезд. После чего Тейлз сбрасывает нас с самолета на поезд. На поезде немного платформинга, и мы доходим до конца поезда, залезаем в пистолет, выстреливаем себя в воздух, и там Тейлз нас снова ловит. Итак, помните, я как-то рассказывал вам про то, как скипаются боссы в этой игре? Да? Мы разделяем Соника и Тейлза. Вот сейчас Тейлз улетает вниз, Соник остается наверху. А внизу как раз арена с боссом. Ну так как Тейлз остался там внизу, а Соник наверху, да, мы двигаем Соника направо. Наверху Тейлз это делает внизу, и он заходит в триггер конца уровня, и внезапно босс-файт не нужен. Игра считает, что все четко. But we are navigating our way back up to the top stage here because it's really easy. And of course, I don't know if we've got any fans of a certain old group that used to do some raps here, but много и так. Уровень с нефтью. С маслом. Как хотите. Так или иначе, это oil, и оно горит. И это будет проблемой в следующем уровне. Ну, вот это масло позволяет Сонику прыгать по нему, потому что оно достаточно густое. И тут супер простой босс, который даже особо не пытался ничего сделать. Просто прыгаем с Соником внутрь. И после того, как мы взрываем нашего босса, тут падает, ну, наверное, все-таки в нефть. И она загорается, и весь уровень заволакивает дымом. И у этого есть одна большая проблема. Пока Соник находится в дыму, он задыхается, теряя по одному кольцу в секунду. Примерно так же, как когда находится в суперформе. И тут Соник использует огненный щит, чтобы избегать урона от огня. Sonic gets Tails' property. So we're going to position ourselves in this transition point. We're going to fly away. We're currently in the foreground now. Tails is in the background. Now we're in the background. So we now can't stand on any of the levels. So we're jumping into this oil here. We're going to navigate our way through the oil, making sure we land in the other oil at the base of the level here. Going to come over here. We're going to come to where the boss arena is. We're going to fly новые стратки, позволяющие проходить сквозь стены. Ну, не то чтобы прохождение сквозь стены было чем-то новым для игр в серии Sonic. Но просто конкретно на данном уровне я этого не видел. Это еще один тип босса. But it's fine because it takes us to Lava Reef anyway. This is Lava Reef. This is the best stage in the game, in my opinion.
Best old stage, should I say? Best nostalgic stage. The best Не был new stage убит is босс. Titanic Monarch. You've not yet seen this. Раннер не может Level пропустить theme кат-сцену of после this конца is уровня. fantastic. I love it in Sonic 3. А после I конца love it in уровня Sonic Соник Mania. вместе с Tails Тейлсом is начинает a бежать вперед и fantastic job умирает. with the music. It is Но just это не важно, on потому что уровень point. все равно пройден. Real Coon, if you're here, I know you're laughing at me when I mention music all the time, buddy. Будет ли БР? Вряд ли. Игра очень тяжелая, и уже были смерти. Tails going to betray us probably. Yep, Tails betraying us by spin dashing the wrong way. Thanks, buddy. Неприятного и We're долгого. gonna dash our way through here. We're Что gonna navigate our way нет, through но the рассчитывать stage. мы Nothing здесь не too будем. much that we need to worry about in this stage. It is just a very smooth stage. We've got my favorite jump coming up later on in the stage, though. And yeah, so I'm gonna hand it over to Prolix for a bit. Так, в этом уровне ничего особо интересного не происходит. Просто четенько, таймингово прыгаем. Пропихиваем Соника в узкие места. You're gonna get to see my favorite jump coming up. Let's see if we can nail it. Straight down and up and in. Oh, we hit the top of the roof. If you're very lucky, you can get yourself all the way Итак, up the top of сейчас that in one swell swoop. And it is absolutely phenomenal. Говорил, сейчас будет мой самый любимый прыжок, и не смог его сделать. No worries, buddy. Take it away. Зацепил ступеньку в полете. Но все равно очень технично проходит. Итак, где-то сейчас у нас уже должен быть босс-файт. И как бы вы думали, он проходится? Правильно, ставим Соника внутрь босса. И Соник дамажит босса просто самим собой. So we're just gonna hit it here, gonna take it out, it's gonna come back down one more time, and we're just gonna donk it Ну тут не совсем так. У босса типа есть супер броня, но он пилит землю с собой, а под землей лава. И лава зажигает эту броню. После чего Соник уже дамажит босса с собой. There we go. So now we should be in Lava Reef 2, but its lights have been turned off. Oh no, it's in darkness. But this means we get to look at these amazing crystal effects that the dev team have made. Look at the crystals in this stage. Isn't it glorious? Итак, This is my favorite stage in song. Раннер немножко поломал игру, скипнув кат-сцену перехода между уровнями посередине, и графика сломалась. На самом деле уровень не должен выглядеть так, он должен выглядеть примерно так же, как предыдущий. But we're going to do one other trick here. This is our last zip in the game here. As I mentioned И earlier, тут the developers of this game are немножко well неприятно, aware of потому что не classic видно Sonic землю speedrunning, особо. which is why there are no level И вот zips or level в ramps in очередной this раз game, simply because they are превращение not в Супер possible Соника in Mania позволяет нам mode. They are possible in делать hardcore вещи. mode via other means, В данном but not случае Mania mode. запихать Anytime Соника you внутрь are стены stuck in a и wall or an area that you are прыгать not внутри supposed нее. to be, the game will only enable you to go Это one не огромный direction. скип. Это там секунд, по-моему, 12 он там сохраняет. Вместо того, чтобы идти обычным маршрутом. Ай, мы не видим землю, а раннеру не то чтобы надо видеть землю, он и так примерно помнит, где находятся вещи. I'm trying to think of the other stage's name now, and I'm drawing a blank. У нас переход на следующую секцию, и графон починился. Heavy Rider and Jimmy the Motobug swinging the mace around there, rolling around at high speed, setting off fireworks and all the big cheers for everybody, and the boss is already gone. Goodbye, Jimmy. Tails, hit that button, and there we go. And we see Little Planet in the background because we are taking another visit to Little Planet. As we are raising in the sky, we're heading towards Little Planet there. Это один робот с булавой. На другом роботе. Но Супер Сонику вообще на все плевать. Босс убивается, берем Тейлза за лапы и поднимаемся к капсуле как можно быстрее, чтобы нажать на кнопочку, которая заканчивает уровень. And we got the rap going on, and in the background we got anime. You'll hear what I mean in a second.
This is anime, I am bottom right. А это вот тот уровень, который хорошо подпадает под определение «тише едешь, дальше будешь». И недостаточно тихо ехал на раннер и рестартует уровень. So we're gonna run ourselves ragged, gonna run our way up here, straight over, up we go. Jumping on, taking an intentional damage boost again. We've seen this part of the stage before. Hit the spring, up we go, through and round, staying on. И да, вот этот вот прыжок на шипы, он нужный, запланированный. Позволяет использовать кадры неуязвимости, чтобы протиснуться сквозь врагов. И вот у нас дроп-дэш от движущейся платформы по конвейеру. И все. Вот теперь мы переходим примерно на нормальную скорость движения. And down and round we go. Where we stop, nobody knows. Well, we do know. We stop at the boss when we get there. Из-за того, что перестартанул уровень и лишний раз получил дамаг, второй раз он не должен был этого делать, потерял много колец и завернул в один карманчик, собрал лишних колец и запустил себя на задний фон. А там просто был фланг. Which pillar is, we don't know. After 4 hits, he will go into desperation mode and he will activate every 4th pillar. So while this is happening, I'm going to hand it back over to Prolix. Единственный босс, который может убить Суперсоника, потому что это у нас поршни. Поршни давят, и тут Суперсоник ничего с этим сделать не может. Боссу здесь нужно 8 попаданий. Первые 4 двигаются 2 поршня, Эгман находится в одном из них, и его надо ударить. После 4 поршни начинают двигаться по очереди, и Эгман находится в каждом 4-м. Можно просто считать 1, 2, 3. Мы видим 4-й поршень, который начинает двигаться, и сразу в него прыгаем. Изи катка. Sonic 3 and Knuckles off the top spot is my favorite 2D Sonic game. And when I say knocked it off the top spot, I mean like if Sonic 3 Knuckles is a 99, this is a 99.1. Похож на финальный первого Соника. Тут вообще уровни набраны из разных частей. Причем это игра достаточно свежая, 2017 год. О, уменьшенный Соник. А, это фишка данного уровня. Здесь есть лучи, уменьшающие и увеличивающие Соника. Чиби Соник. Как говорит Аня. И Чиби Супер Соник. Which is not a bad thing, because it means we get the best of both worlds. We get to hear the soundtrack, and we get to hear the Supersonic theme. So trying to make a 58 cycle, I don't think we're going to quite make it. Will depend entirely on this jump. Is it a good enough jump? It was, but I think I might just be a little bit too late. Let's find out. Can we make the 58? No, we're just too late. So we're going to wait for the 102 here. Хороший прыжок. Spins us around. Here we go, down into the gacha machine. Не успел цикл вращающихся платформ. Должен был успеть долететь к 58 секундам, но на секунду опоздал. Пришлось подождать еще 3, прежде чем уровень его пропустил дальше. А тут у нас боссы из миниатюрной версии боссов из разных игр. And then Eggman is our final prize as we are coming into the final action stage of the game, which is, of course, Titanic Monarch, and my favorite new stage of the game here. Titanic Monarch is fantastic. I love the music, and I just love how the speedrun flows. So this stage takes everything that you have known and puts it all into one. It's got all the elemental shields in it. It's got all the different hard style enemies that you see in a final stage. It's got the orbs from Death Zone. You name it, it has a lot of stuff in it.
первый акт последнего стейджа, он здесь, опять же, по классике платформинговых игр, собирает в себе все механики, которые до этого встречались в игре, и дает вам самую-самую сложную полосу препятствий. Ну и, естественно, добавляет кое-что своего. Например, вот эти вот машинки. Этот уровень длинный и вертикально, и горизонтально, и срезать его сильно нельзя. Проходится практически целиком. Почти по всей площади уровня перемещается Соник. Да, еще здесь есть вот эти вот классные силовые поля, по которым Соник как бы бегает вокруг. Довольно клево. And we're just going to run ourselves down and through this area, heading towards the boss fight. You can see the outside of the Monarch right there. That is where we are. That is where we are heading. And if you've played Sonic 3 and Knuckles before, you'll know which boss is coming up next. Straight up, up, and away we go. Landing on the top section here. Running our way through into Crimson Eye. A very familiar boss fight here. But this time, instead of controlling a giant laser beam, we get the first 8 hits in phase 1. And then in phase 2... it controls gravity. It controls the elevator. It has given us low gravity, which is the best pattern that you want to see. You always want to see И у этого босса две фазы. Первую мы проходим максимально быстро, просто прыгаем внутрь хитбокса до того, как босс вообще успевает начать хоть что-то осознанное делать. А вторую фазу мы делаем примерно то же самое. Он должен стрелять лазером, по идее, но не успевает. Вот так вот. Скорость побеждает. Go through here. Gonna grab the classic shield from Sonic 1. You saw it in Mirage Saloon Act 1. This one doesn't have any special ability, but that does mean that we can still use the drop dash, which is a neat little feature. Falling ourselves way down here. We're taking the bottom left zone first because this area has a secret exit that contains a lightning shield and a 10 ring box. And a lightning shield plus super тот самый, который не дает никаких обилок дополнительных, просто спасает от одного получения дамага. Зато он позволяет использовать дроп-дэш. А другие щиты не позволяют этого делать. Они, как я упоминал, обладают своими обилками, и вот эти вот обилки, они заменяют собой дроп-дэш. То есть это либо рывок вперед в воздухе, либо двойной прыжок, либо возможность высоко подскакивать в пузыре. О, смотрите, поршни. Злые поршни, которые могут убить Соника за один удар, даже когда тот в суперформе. Если хоть чуть-чуть застрять между ними. Just like you did in a Flying Barrier Zone. No major use for them in this stage, unfortunately, but it's still a cool little feature. More crash test dummy, even Supersonic doesn't like it. We are now going to head up to the top right when we come out of this area. Пока все клево идет. Раннер тем временем рассказывает, как можно проходить этот уровень без использования суперформы, но с использованием электрического щита. Здесь есть электрические штуки, и электрический щит позволяет к ним магнититься. Не вот эти вот фиолетовые электрические штуки, а другие. Чуть-чуть сбился с цикла. Потерял время. Потерял. Одну секунду. Одну секунду потерял раннер. О нет. Это руина. Between 55 and 75. How many times do you think Sonic and Tails will bounce off the boss? Between 55 and 75.
А сейчас Раннер задает вопрос. Точнее, дайте мне какое-нибудь число между 55 и 75. Попробуйте угадать, сколько раз Соник и Тейлз будут отскакивать от босса во время драки. Считайте. Celeste I could do to get Celeste as a bonus game. Thank you for that. 57 загадал кастер англоязычной трансляции. In quarantine since 5 weeks back. My husband and I are so happy to have some GDQ to keep us company in these difficult times. Love GDQ and happy to support such an amazing cause. If we work together, we can speed run this pandemic. Much love from Sweden. Вот, ну, вот это сейчас, кстати, была руина. Раннер попался в руку босса и так перенесла его в отдельную комнату, в которой ничего интересного не происходит, но просто ее надо переждать. Пережить. Но так как Суперсоник не получает урона, пережить ее нет абсолютно никаких проблем, она просто тратит время. Thank you very much for all your donations. And yes, a massive thank you to all those fighting on the front line, trying to keep this all under control. I believe I counted 56 there. I'm not entirely sure. We may have to do a recount. I'll be honest, I kind of lost count halfway through because I'm like, oh, I'm listening to donations here. There was a Celeste pun. And I was like, dang it, I lost count. So now we are on the final Раннер говорит, что насчитал 56. Кто загадал 56, молодец. Итак, тем временем у нас последний босс-файт в игре. Это как раз таки хорошая концовка, которая написана у нас в категории забега. Что здесь происходит? У нас Эгман дерется с кем-то за рубин, а Соник, обмазавшись силой изумрудов хаоса, мешает обоим забрать этот рубин себе. И рубин переходит из рук то к одному боссу, то к другому. И у нас почти время. И клевый музон пошел. So again, nothing really too special we have to do in this one. The main important thing is that we try and get the hits as quickly as we can by spin dashing through him. Внутриигровой чат колбасит, потому что это так задумано. Потому что Соника засосало хаосное измерение, и там время нормально не работает. И у нас время. 55. This has been my first GDQ run, my first official GDQ run. I did run in Sonic and the Shiny Things, which was a really fantastic event 2 weeks back. So massive thank you to GDQ and everybody for getting us all set up on this. End of the game is happening here. You can see Little Planet once again is disappearing. Knuckles and Tails. Главное, уложился в час. Happy little face and Knuckle no chuckle, because he no chuckle. Если вы в этой игре укладываетесь в час, вы охренительный чувак. Вот. Хорошее спидранер. Если не укладываетесь в час, вы слабый. Итак. Планета взорвалась, превратилась в фантомного Соника, который обрел единение с силой, подмигнул своим друзьям